Определить суть некоторых вещей бывает сложно. Исследуя мир икон, мы часто натыкаемся на странные работы с изображениями людей, которые никогда не были святыми и не причислялись к ним. Даже специалисты иногда затрудняются сказать, к какому жанру принадлежат эти работы. На экране вы видите два портрета. Оба нарисовали русские художники, но первый в XVI, а второй в XVII веках. Обе работы художники нарисовали на досках, и оба имеют характерные углубления, за счет которых граница рисунка приподнимается над портретом, как и у многих икон. На обоих картинах художники стилизовали черты лица, волос и лба, плюс на обоих работах есть надписи на кириллице. Но только одну из этих картин можно назвать иконной. Предназначение же второй никогда не было связано с церковью, и тем более никто не использовал ее как религиозный объект. На картине слева иконописец изобразил святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На картине справа художник нарисовал портрет царя Ивана Грозного. Он был сложным человеком, который прославился кровавым правлением. Человеком он был явно не святым. Но почему тогда его портрет художник выполнил именно в таком стиле? Ведь он мог использовать более классические и привычные техники. В случае первой работы все понятно. Это типовая икона, которую создал иконописец-профессионал. Аналогичные работы создаем и мы, но как основу мы используем натуральный мрамор. Эти иконы канонические, их осветил митрополит Павел на нашей выставке икон в Минске в 2019 году. Мрамор, помимо красивого рисунка, также прочен, не боится влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей. Иконы из камня чаще берут как семейную реликвию, которую можно будет передавать из поколения в поколение. Заказать икону из камня или купить готовую вы можете, написав на любой из контактов из описания или закрепленного комментария. Что касается второй работы, то художник нарисовал ее в жанре, который называется парсуна. Этим словом изначально обозначали любой портрет известного человека, а само слово парсуна – это искаженное слово персона, означающее портрет. Однако это не объясняет несколько моментов. Как так получилось, что парсуна так похожа на икону? Имеет ли парсуна такой же символический смысл, как и иконы? И если ты не специалист, то как научиться отличать парсуну от иконы? Подобные портреты – часть естественного развития живописи в России. Жанр портрета с подобной техникой появился в России в 17 веке. Историки предполагают, что первые парсуны вышли из-под пера мастеров оружейной палаты Московского Кремля – Симона Ушакова, Федора Зубова, Богдана Салтанова и прочих. Далеко не самые последние имена в мире искусства. Изначально в России не было четко оформленных художественных школ, но были школы иконописи. Поэтому даже в поздних парсунах можно увидеть иконописные традиции: идеализация героев, каноничность образов, статичность поз и плоскостное письмо. Как правило, такие портреты писали темперными красками по дереву. Со временем уже оформившиеся художники перешли с досок на холст и приняли стили западноевропейской живописи. При этом парсуны сохранили важное символическое значение икон, не говоря об исторической ценности. Парсуны не создавались для канонизации человека на картине, и тем более их не почитали как иконы святых. Но эти светские иконы позволяют понять образ мышления людей, живших во времена царской России. Художники из прошлого при помощи стилизации и упрощения форм стремились передать суть изображенного на ней человека. Они стремились передать его характер, а добавляя время от времени изображения Христа и святых, художники хотели дать надежду для родных о том, что человек, которого они знали при жизни, вознесся на небеса. Российские парсуны 17 века показывают пространство реального мира, в котором духовный, религиозный и светские миры были единым целым. Парсуна раскрывает наследие русской древности, причем не вопреки примитивности, а благодаря ей. Что касается способа отличить парсуну от иконы, то он прост. Чаще всего одной надписи на церковнославянском или древнегреческом достаточно, чтобы отличить икону от парсун знатных людей. В остальных же случаях необходимо узнать имя человека на парсуне и сравнить его со списком святых. Если в списке святых имени нет, то это парсуна. Заказать икону из камня вы можете, написав нам по любому из контактов, указанных в описании, или из закрепленного комментария. На этом все. Всем всего.